Всем привет! Я Эльмира. Приглашаю вас посмотреть обзор китайской тренировки. Эти 16 пунктов я вывела эмпирическим путем, применив знания из разных областей. Это мое гипотетическое предположение о влиянии китайской тренировки на наш организм. Итак, погнали. Первый пункт. Энергозатратное кардио. Китайская гимнастика – идеальный союз эффективности и экономии времени. Большой расход калорий – вот что вы получаете всего за 30 минут тренировки. Может быть час, зависит от того, сколько вы пожелаете тренироваться. Китайская гимнастика называется киаджудай, так же, как и песня, которую используют для тренировки. Такие тренировки популяризировала китайский нутрициолог и фитнес-тренер Ванио Мори. На самом деле Ванио использует разную музыку на тренировках, помимо популярной песни «Киаджудай». Но именно с этой песней мы ассоциируем ее тренировки. Упражнения занимают всего 30 минут, и за это время, если вы не будете халтурить, то сможете потерять 260 килокалорий. За 1 час 520 килокалорий. Отличный дефицит калорий. 500 килокалорий в день, ни много ни мало. Как раз столько, сколько советуют фитнес-тренеры и нутрициологи. Учитывая, что мы держим планку калорий, например, 1350 килокалорий, как в моем случае, что соответствует расходам базового метаболизма организма, плюс дефицит калорий в виде китайской жиротопки, точно будут отвесы каждый день. Второй пункт. Снижение аппетита. 1 час интенсивной тренировки не только замечательное физическое упражнение, но и долгосрочный способ снижения чувства голода. Это не просто потеря калорий, это управление вашим аппетитом. 1 час тренировки надолго снижает аппетит, а контроль чувства голода – это второй важный фактор, который мы держим в фокусе на диетах, цель которых – снижение веса, помимо энергозатрат и дефицита калорий. Ссылка на исследование здесь. Третий пункт. Гормональная встряска. Высокоинтенсивная тренировка поднимает уровень адреналина и норадреналина, что не только стимулирует сжигание жира, но также создает позитивный эффект на психическое здоровье. А танцевальные движения дополняют этот коктейль радости, увеличивая уровень дофамина, серотонина и эндорфинов. Эти гормоны понижают кортизол, а кортизол блокирует гормон роста, который помимо наращивания мышечной массы еще и ответственен за жиросжигание. Именно он выводит жировые клетки из жирового депо ночью. Мы вообще худеем ночью. Важно сделать тренировку, создать всплеск гормонов, создать дефицит калорий, вовремя уснуть. В 22:00 до 2 часов ночи идет выброс гормона роста. И тогда отвес обеспечен. За ночь при благоприятных условиях можно сжечь до 150 грамм жира. Мы его буквально выдыхаем легкими. И с водой в виде мочи выходит. Четвертый пункт. Увеличение кровообращения в брюшной полости и массаж внутренних органов. Этот массаж не только снимает напряжение, но и стимулирует работу органов, улучшая их функциональность. Улучшенное кровообращение оказывает положительное воздействие на пищеварение, поддерживая лучший желчеотток и обеспечивая органы необходимыми питательными веществами. Это как естественный массаж для внутренних органов. Помним, да, что кровь несет кислород и питательные вещества. Лучше кровообращение, больше питания каждой клетке поступает. Пятый пункт. Тряска. Лимфодренажный массаж. Помимо эффективного лимфодренажа, тряска также способствует улучшению общего тонуса мышц, повышая их эластичность. Это не просто избавление от отеков, но и поддержание здоровья соединительных тканей. Выводятся жидкости, токсины, спадают отеки. Шестой пункт. Махи руками. Отметим отдельно пользу упражнений, в которых машут руками. В каком-то ТикТоке я слышала рекомендацию от одного доктора в том, что часто от малоподвижного образа жизни у нас идет застой лимфы вот в этой области. И махи руками различные помогают разогнать лимфу в грудном отделе, тем самым предотвращая онкологию груди и респираторные заболевания. Поэтому не пренебрегайте такими упражнениями. Машите руками. Седьмой пункт. Вертикальная прокачка пресса.
Сфокусируемся на правильном прессе. Эта техника не только формирует привлекательный внешний вид, но и поддерживает сильный корсет, что положительно сказывается на осанке и уменьшает риск боли в спине. От одного фитнес-тренера я услышала, что сейчас тренд – качать пресс вертикально, а не горизонтально. Кстати, свою начинающуюся протрузию в позвоночнике я обнаружила именно благодаря тому, что делала упражнения на пресс лежа на спине в фитнес-зале. Хотя в Анио Мори и горизонтально пресс тоже качает. Восьмой пункт. Массаж органов малого таза или тазовые часы. Нормализация функций таза и тазового дна – это не только упражнение, но и поддержание вашего внутреннего здоровья. Основная суть в китайском упражнении заключена в движении тазом вперед-назад. В основе китайской жиротопки модификация упражнения «тазовые часы». Восстановление правильного положения и нормализация всех функций таза и тазового дна. Упражнение помогает хорошо чувствовать пресс и понять связь между мышцами ягодиц, мышцами внутренних бедер, мышцами спины и мышцами живота. Этот массаж не только укрепляет мышцы тазового дна, но и способствует нормализации работы женских органов, поддерживая репродуктивное здоровье. 9 пункт. Интимные мышцы прокачиваются. Упражнения Кегеля в нашем списке несут еще больше пользы. Они укрепляют мышцы тазового дна, повышая контроль и чувствительность. На видео это не видно, но поверьте, я сама делала эту китайскую тренировку, и без включения интимных мышц быстрая качка лобком невозможна. Хочешь, не хочешь, они включаются. Особенно, когда делаешь повороты лобковой костью в сторону. То для большего управления траекторией движения включаются интимные мышцы в том числе. 10 пункт. Мышцы ног работают в статодинамике. В полуприседе наши квадрицепсы двигаются в короткой амплитуде движения, и под конец тренировки ноги просто горят. Плюс Анио Мори дает дополнительную нагрузку на ноги, усложняя упражнение тем, что стоит на носках и держит бутыль воды. Здесь мы видим, что она дает нагрузку с весами не только на ноги, но и даже на предплечье. 11 пункт. Упражнения с прокручиванием лобка. А теперь добавим пользы для офисных сотрудников. Укрепление подвздошной мышцы после долгих часов сидения за рабочим столом. Это как самый нужный массаж после тяжелого трудового дня. А вы знаете, как важно прорабатывать подвздошную мышцу? Если ее не включать в паттерн ходьбы, то неправильная ходьба будет компенсироваться большей нагрузкой на колени. Ресурс коленной чашечки истощится быстрее. Включаем подвздошную мышцу и снимается нагрузка с коленей. 12 пункт. Прокачка ягодиц. Когда прокручиваем лобковую кость вверх, сжимаются ягодицы. 13 пункт. Упражнение «Шаг солдата». Внимание к движению рук – это не просто эстетика, это также и интенсивное потребление энергии, что делает эту тренировку более эффективной. Упражнение «Шаг солдата» гораздо энергозатратнее обычной ходьбы, благодаря технике выполнения. Обратим внимание на то, что при обычной ходьбе мы машем руками просто для соблюдения координации движения. Руки двигаются вперед и назад по амплитуде, удобно как маятник, особо не напрягая и не затрачивая энергию. Движение происходит больше по инерции. В китайской же тренировке движение рук – это целенаправленный, интенсивный подъем и опускание рук, качается трицепс и предплечье. 14 пункт. Скручивание тела. Небольшое скручивание – важный момент для массажа внутренних органов и выведения шлаков. Это как детокс для вашего живота. Скручивание тела происходит незначительное, благодаря захлесту ног по диагонали. Это напоминает скручивание йоги, что отлично массажирует желчный пузырь, поджелудочную железу, кишечник, улучшая перистальтику кишечника и выводя шлаки. Поэтому подозреваю, что первый отвес происходит благодаря высвобождению шлаков в том числе. Но это ведь здорово. Идет оздоровление пищеварительной системы. 15 пункт. Интенсивное дыхание.
Эффективное дыхание – ключ к общему здоровью. Дыхание интенсивное, очень полезно, улучшает работу легких. Когда мы с мужем переболели ковидом в 2020-м, врачи в один голос говорили нам активно дышать. 16-й пункт. И последний – мотивация. В любой диете, направленной на снижение веса, ключевым фактором успеха является длительность. Как долго вы сможете держать диету? Обычно своим знакомым я говорю, что снижать вес нужно понемногу, постепенно, регулярными отвесами. Для этого нужно запастись терпением и не ждать быстрых результатов. Поэтому тот вид активности, который вы выберете, должен приносить вам удовольствие, а не быть наказанием и каторгой. Китайские тренировки заряжают эмоционально, энергозатратны. Берите на вооружение. Ну и, конечно же, для успешного снижения веса важно соблюдать дефицит калорий и следить за питанием. Питание в Ваньо Мори сбалансированное. Много белка, говядина, морепродукты, утка. Причем, обратите внимание, жир она не срезает. Много овощей, цельнозерновой хлеб, который она рекламирует постоянно. Отказ от быстрых углеводов, сладкого, мучного, лапши, риса. Я не видела, чтобы она ела молочку, но о диете Ваньо Мори я сниму отдельное видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, и вместе мы создадим путь к здоровью и идеальной фигуре. Пока-пока!